Рерини. А что она? Я не знаю, как это случилось. Я просто попивал свой напиток в пустом гнезде. А потом она вошла, и внезапно все остальное потеряло значение. Я просто не могу перестать о ней думать, Холмс. Сеньоры и сеньориты, приветствую. Сэр Холмс, Моровинд, Тамриль Ребилд. Нахожусь на континенте, собственно, в городке под названием Марок. Это местный рыночек рабов, и у меня на повестке дня помощь вот с этой рабыней, которой нехорошо. Может быть, она симулирует, посмотрим. Квестик. И, ну, в общем, доисследовать этот Марок, а там дальше Кемелзе у нас. Кемелзе, интересно. Джилла, что с тобой? Если я должна... Что с тобой, Джилла? О, Холмс, я боюсь. Я думаю, что у меня то, что мой народ называет заболевание пепельного сердца. Что-то такое. Возможно, это имеет перевод на русский какой-то. Но я не припомню. Это редкое заболевание, и оно бывает только у эшлендеров. Его нельзя вылечить, за исключением лечения у мудрейшей. Я не хотел бы, чтобы Севра услышала... Ну, в общем, услышала об этом, потому что она тогда может меня посчитать пропащей. А помоги мне так плохо. А где я тебе эшлендеров тут мудрейшую возьму? Ну, с другой стороны, она действительно права, если сказать... работорговки, что у нее такие вот дела. Она действительно может счесть, что затраты не окупят прибыль за продажу этой рабыни. Так что, может быть, действительно, пока с ней не говорить об этом. Может, кто-нибудь знает тут, что делать? Мрмаси. Без ключа нельзя. Не, рабы не особо разговорчивые. Так, ну смотрите. Не, слушайте, я, наверное, не буду торопиться. Посмотрим, может быть, кто-то сможет что подсказать из местных. Нет. Местные ничего не говорят. Знаете, наверное, надо все-таки ей сказать об этом. Заболевание пепельного сердца? Никогда о таком не слышала. Неудивительно, что оно только среди эшлендеров. Но все еще это не очень хорошо. Чтобы удовлетворить покупателя, мне нужно, чтобы ты нашел для нее мудрейшую. Не думаю, что таковая найдется неподалеку, поэтому поспрашивай в городе. Возможно, ты сможешь найти эшлендера. Найди эшлендера, неужели это так трудно? А где тут найти эшлендера? Здравствуйте. Хаера не Тул говорит. В Мороге я уже давно тут живу. И я взрастила в себе любовь к этим пейзажам одиночества на самом верху этих скал. Да. А эшлендеров тут не видали? Прости, Холмс, но не слыхала об эшлендерах поблизости.
Ладно, а что вообще слышно? Может, о себе еще чего расскажешь, резидент? Я здесь живу с моей сестрой, и мы продаем алхимические ингредиенты, чтобы как-то протянуть. Окей. Да, все в порядке со мной, хватит переживать, друзья. Все нормально. А Шлендера не видали тут? А, просто торговец, остановившийся в Мороге ненадолго. Да. Ладно, пойду искать дальше. Слушай, может, ты скажешь что-нибудь, стража? Нет. Ладно. Вау, вот это пейзажи тут, да? Ой. Немножко свалился с вашего гриба. Это чей-то дом? Ну-ка, давай сходим, спросим про Шлендеров. Ну какой, смотри. Я Агхозгродрушл. Вот это имечко. Я прибыл в Моровин, чтобы быть наемником здесь. И я зарабатываю тем, что помогаю людям в окрестностях Кемелзе. Поэтому я попросил местных здесь, чтобы они продали мне дом. И немного поторговавшись, я получил этот. А Шлендеров не видал тут? Я наемник. Если кто-то не очень уверен в своих боевых навыках, но хочет пойти в какое-то опасное место, они платят мне приличную сумму, и я иду им помогать. Звучит как честная сделка, не так ли? Да, весь несомненно. Дела этих магов меня не особо волнуют. Я получил этот дом, и они меня не беспокоят. Я не хочу, чтобы ситуация менялась. Окей. Но стоит помнить, что эту местность собираются переработать разработчики, там Real Rebuild. Вот, наверное, это трактир. Отсюда руины тоже видны. Но там к ним прямо мост есть, вон. И тут же, наверное, должен быть дом этого мечника, о котором все говорят, что он что-то там задумал. О, торговец. Пойдем к торговцу тоже надо бы. Какой стрим бородатый. Тиланская кераса. Из кефалофода. Кефалопод. Что-то грибное, короче. Вот это классно из костей тролля. Зачарованная даже есть. Ночной глаз. Убежище. Аккуратней тут в Мороге, говорит. Я местный торговец. Если люди что-то хотят, они приходят либо ко мне, либо на рынок. Похоже, из дома Дилвани. Про Шлендеров тоже ничего не слыхал. Вот, ему можно продать что угодно.
А, наверное, по классике тут. Да, наверное, как-то так. Чуть-чуть задеру цену. Он меня не очень любит, поэтому сильно не буду торговаться. Ладно, и пойдем дальше сразу. А, вот она, таверна, да. И без левитации вполне можно добраться до сюда, как оказалось. А, здравствуй. Слушай, тоже наемница Телвани говорит. Просто тут расслабляюсь с напиточками. Я маг, я недавно присоединилась к дому Телвани. Они здесь ценят мои таланты выше, чем гильдия магов. Кстати, интересно, она тоже бретонка, как та, что мне дала задание принести сюда письмо извинения, которую как раз не признали. Ну, посмотрим, может, с этой тоже тут не получится. Кемелзе. Захватывающее зрелище, не так ли? Все родили таких мест? Нет, вот что я могу тебе сказать. Это да, там две мира не жили. Как мы знаем, две мира расселялись только на территории современных Моровинда и Скайрима. А Шлендера тут не знаешь, где можно найти? Никто не знает, похоже. Интересно, а со всеми можно было про Кемелзе поговорить? Я вроде как не видел с другими такой реплики. Are you all right, Outlander? You might have a healer attend those wounds. Приветствую в таверне Бронаса Червесу. Владелица этого места, расположившегося на самых вершинах скал Морога. Могу подать тебе напиток, или можешь просто посидеть и поговорить с постояльцами. Это бесплатно, само собой. Я по большей части прожила здесь, в Мороге, настолько долго, насколько я могу вспомнить. И это место всегда мне нравилось. Здесь все так дружелюбно. Ну да, ты я вижу, не в Телване по отношению ко мне. Что слышно тут? Ну, весьма тихий денек выдался в пустом гнезде. Всего лишь несколько посетителей. Ничего особо интересного. Я бы хотела, чтобы так и оставалось. А, вот, тут уже с ней можно побольше поговорить по поводу. Примечательное место, не правда ли? Ха. Да. У нас тут постоянный поток туристов, которые приходят посетить это место. И местные получают неплохие деньги, работая гидами или охранниками. За все эти годы я понятия до сих пор не имею, что они тут надеются найти. Экспедиция Нордсена. Это как раз про... Ну, автор книги «Руины Кемелзе», которую обязательно почитаем. Ты, должно быть, читал «Руины». Иначе почему бы ты прибыл в Марокко? Я вообще не знал, что тут Марокко какой-то есть. Ну хотя наверняка там в руинах это место упоминается. Возможно... Ты наткнулся на нас случайно. Ну, кстати, так и есть, да. Я читал эту книгу, но давно это было, я сейчас не помню. Но, несмотря на это, экспедиция Нордсена была первой большой археологической экспедицией, вошедшей в Кемелзе. И была удачно опубликована в таком слегка поучающем, или как это сказать, таком
с прослеживающим в ней превосходством, знаете, чувством превосходства имперского чужестранца. Что-то такое. Уже прошло несколько сотен лет с тех пор. Но она по-прежнему пользуется определенной популярностью в залах великих музеев имперского города. Ну, или, по крайней мере, так мне говорили. Да, эта штука всегда меня интересовала, как вы знаете. Дадические руины, и в частности, вот такие элементы лора, как те же руины Кемелзе книга. И я рад, что смог оказаться здесь ну, собственной персоной, так скажем. Вот, и что тут эта тема действительно развита, это здорово. Слушай, шлендеров? Нет, нет, не шлендеров. Жаль, жаль, жаль. Так, ну, в принципе, вроде все. Обсудили, что можно. Эта таверна — это мой вклад в Марок. Я забочусь о том, чтобы после тяжелого рабочего дня все могли прийти сюда и расслабиться. У нас тут очень дружелюбная атмосфера. Давай, кстати. Пора бы и мне поужинать, пообедать, то есть. Так, а расплачусь я, наверное, знаешь, бриллиантом. О, нормально. Скатл. Ой, не это хотел сделать. Так, ладно, Эшлендера мне никто пока не покажет, похоже. Очень маловероятно, но... Диалог, похоже. Привет, я Румара Терво. Рада встретить вас, Холмс, пожалуйста. Что бы вы хотели обсудить? Раз так, я сразу про шлендеров, нет? Ладно, а вы, как к вам можно обращаться? Я Румара Терво. Слушай. А я-то думаю, что она такая вежливая. Она говорит, я родилась в Сиродиле. И... Мои родители назвали меня в честь самого прекрасного озера провинции. Слушайте, я уже даже забыл, как это озеро называется на русском языке. Румария? Но вроде не Румария, а Румор вроде как-то так. Ладно. Я прибыла в Моровин, чтобы изучить родину моих предков. А здесь я встретила Лерава. Окей, нормально. Я алхимик и состою в доме Келвани. Знаю ингредиенты Моровинда и Сиродила месте моего рождения. И этим я ценюсь. Понятно. Спасибо за историю. Чудесный город. Не думаю, что я хотела бы сюда привести ребенка или завести ребенка тут. Ну, разве что если бы он был хорош в левитации.
Ладно. О, тренер, здорово. Так, вот моя прекрасная румор. Что ты хочешь? Что ты хочешь, говорит. Расскажи о себе. Моя задача в доме Телвани — служить как агент. Быть хорошо проинформированным обо всем и быть способным как к дипломатическим, так и к жестким мерам при выполнении миссии. Понятно. Что тут интересного? Все то же самое, да? Шлендер? Нет. А чему можешь обучить? Почему одни и те же наборы у них? Что у него, что у того. Ты же не сможешь меня этому обучить. Да я и не хотел бы, потому что это мои главные навыки. Итак. Слушайте, это становится проблемой найти Ашлендера. Я не знаю, может в Хелниме кто что скажет по этому поводу. О, похоже, тут можно к Кемелзе пройти еще. Казармы. Так, слушайте, а где тогда находится хижина того? Чувство вины Франсин было необоснованным. На нее зла никто тут не держал. Это про квест из прошлого эпизода. Так, Киверот Нелс. Где он там живет? А, да, без левитации к нему не добраться. Ладно, давай левитировать. Эй, что застрял? Это, видимо, здесь. Красиво. Всегда красиво. Да, это он действительно. Тут наверняка есть здесь вход и наверху еще вход в Кемелзе. Выглядит грозно. Слушайте, похож на фаната двемерской культуры. Угу, тоже древний рассказ. Слушайте, что-то прям такое уникальная, похоже, книга. Я такого не встречал еще, по-моему, даже ни разу. Двемерский меч у него. А, не припоминаю, чтоб я тебя сюда приглашал. Я бы предпочел приватность. Слушайте, какой-то несговорчивый. Не хочу рисковать и пытаться... в красноречие уходить. Я забыл печеньки съесть. Дайте-ка, наверное, попробую лучше. Вот такое вот сделать. Ого, на 40 единиц. 140 теперь. А теперь я тебе нравлюсь? Ладно, давай, чё, разговоримся. Я воин, если
Лорду Атириону нужен клинок, чтобы решить проблему. Он может положиться на меня. Мой меч служил в Дому Тилвани уже много лет. Дела других меня не касаются. Очень скрытный. Ладно, давай попробуем что-нибудь. О, да, Хонимауф амулет. Все еще не хочешь рассказывать? Ну вот, уже разговорился. Я Элверот Улнет, воин, служащий Дому Тилвани. Я всегда был способным мечником, умелым. Но во мне обнаружилась способность к магии с раннего возраста, и Дом Тилвани меня с радостью принял. Ты еще и в Доме Тилвани состоишь, прям состоишь, да? Окей. Попробую. Так, хорошо. Да, это я. В чем проблема? А что ты делал в пустом гнезде? Полагаю, пришло время кому-то это рассказать, Холмс. Я ходил туда из-за Ререни Либе. Наверное, так это читается. Поправьте меня, если знаете, как правильней. Ререни. А что она? Я не знаю, как это случилось. Я просто попивал свой напиток в пустом гнезде. А потом она вошла, и внезапно все остальное потеряло значение. Я просто не могу перестать о ней думать, Холмс. А почему бы тебе не сказать ей о своих чувствах? Я не знаю, Холмс. У меня просто нет должной уверенности. Я, возможно, и сражался голыми руками с огримами. Но я просто не могу собраться со смелостью, чтобы просто войти туда и поговорить с ней. Подарок. Или найти способ побыть с ней наедине. Слушай, давай попробуем вот этот. Может, как-то попробуешь найти с ней время наедине? Провести с ней какое-то время, думаешь? Дай-ка подумаем. Мне приказали поохотиться на кое-каких бандитов, которые домогались местных путешественников. И Ререне — это новый член нашего дома. Слушай, а не мог бы ты убедить Тилверана Атери, главу стражи в казармах, чтобы он попросил Ререне пойти со мной? Скажи ей, что мне потребуется помощь мага. Так. Ладно, похоже, мне придется проявлять опять чудеса красноречия и привлекательности своих. А я-то думал, что он там задумал куда-то в Кемелзе залезть или еще чего-то.
А где, собственно? Вот. Haven't I heard of you? Аккуратней в мороге, агент. Как я могу тебе помочь? Слушай, ну это будет непросто. Капитан стражи в мороге. У тебя же нет проблем, да? Да не, нормально все. Мне бы Ашлендера найти, но никто, конечно же, не слышал про Ашлендеров. А, да, Кемелзе. Много невоспитанных лутеров туда ходят, да. Ничего они не понимают. Ничего они не знают. Интересно. Послал меня. Я ж даже не знаком с этой Тилверан. Как мне теперь выкручиваться? Просто любезно с ней поболтать. Говори прямо. У тебя есть чего доложить или нет? Ладно, понятно. Так. Привлекательность. Слушай, что-то хуже стало. А, потому что на мне не тот амулет. Так, давай вот этот вот сначала. Потом надеть обратно. Вот этот вот. И... О, уже лучше. Давай поговорим. Че, осторожнее. Но если ты пытаешься на что-то намекнуть, тебе надо быть более прямым. Да, все, я пришел. Вот Рерини. Наоборот, хочешь, чтоб Рерини его сопровождала на следующем путешествии? А с чего это? Ну, говорит, что ему нужна магическая помощь. Я не думаю, что стоит прямо об этом всем говорить. А, не правда ли? Ну что ж, убедительно. Почему он хочет именно Рерини? Я думаю, наиболее убедительным будет вот этот вариант. Он слышал, что она неплохо владеет магией восстановления. Ну ладно, посмотрим, что я могу сделать. Классно. Ашлендер. Блин. Так, ну ладно, получилось. Но где найти Ашлендера, я все еще не без понятия. Эбонитовая рука. I could kill that girl. Those boots are May I help you? Ашлендера найди мне. Ашлендеры? Ты не видишь, что я сейчас не на службе? Или ты хочешь о чем-то поболтать? Ну да, что тут говорят? Я сейчас не на службе, я не забочусь о никаких слухах тут. Это не мое дело, не так ли? Ах, как приятно иногда расслабиться. Если тебе есть чего доложить, попробуй других стражников. May I help? Попробуй других стражников, блин. Клетки у них. Может, кто сидит? Да, действительно сидит кто-то. Так, ну ладно. Я сегодня молодец. Это же в Кемелзе, да? Ага. В Кемелзе. Так, ну, я бы, конечно, сначала тут... Ох, не допрыгну, наверное. Да, немного не долетел. You've been wounded. Да нормально все.
А, так тебе удалось убедить Телверан, чтоб Рерини ко мне присоединилась? Просто невероятно. Но я все еще не уверен, что я могу вот просто так с ней встретиться. Мне нужно что-то, что могло бы сломать лед, если ты понимаешь, о чем я. Ну, ты мог бы подарить ей что-нибудь. Есть идеи? Подарок? Думаю, это может сработать. Дай подумать. Кажется, я помню... Я слышал, она говорила о цветах как-то раз. Я уверен, что она оценит какой-нибудь красивенький букет. Что, ты не мог бы принести мне 5 разных цветов, Холмс? Не знаю. Что ей больше нравится. 5 разных цветов. Ну, давайте посмотрим, что у меня есть. Черная роза. Noble Sedge, но его я хотел сам использовать. И черную розу тоже. Это мне для паломничества. Но, в принципе, с другой стороны, я бы мог найти их. Ладно, цветочки собирать. Прям, знаете, такие квесты в последнее время. Как будто я очутился где-то в начале игры и квесты гильдии магов выполняю. 4 different types of flowers, понимаете? 5 different types of flowers. И все еще никто не знает, где взять Эшлендера мне. Тут есть вход в Кемелзе? Похоже, нет. О, смотрите, тут аж пики валяются в море этих руин. Там, конечно, дрелги, рыбы-убийцы водятся. Куда ж без них? Это просто каркас башни здесь, да? И статуя. Окей. Где ж мне взять Эшлендера? Хороший вопрос. Может, ты знаешь? Вообще нет такой реплики даже. Теперь еще цветы иди ищи, свищи. Может. Вот этот товарищ что подскажет? Walk with virtue, Outlander. Так, а что еще раз ты там? Ну да, неинтересно. Ну, они действительно не знают, где можно найти Эшлендера. Они даже хорошо ко мне относясь этого не знают. Так что, похоже, они действительно не знают. Уи! Смотрите, как тут интересно. Это место для... О, вау, вау. Место для рыбалки, похоже, у вас тут. Ну, как корни уходят прямо в воду. Эх, Варденфелл. Ну, таки скучаю по нему. Интересно, может там какие-то дома еще есть? Может, корабельщик знает что-нибудь? Куда ты можешь меня довести? Хелним, Хилдрим, Сандрит Мора, Тельбраннора. Кстати, на Варденфеле. Я тут заправляю лодочным сервисом. Я потратил довольно много своей жизни в заливе Фалар, плавая между островами. И теперь я живу тем, что переправляю пассажиров отсюда в разных направлениях. Мой корабль
ползатель по каньонам, можно достать из Морогов, Хилним и другие некоторые места. А шлендеров тут не видал, блин. Что про Firewatch скажешь? Это важный порт, он очень имеет большой док и мощный маяк. К сожалению, это море, ну, по нему трудно плавать. Повсюду скалы, особенно в восточном внутреннем море. Из Firewatch легко добраться на корабле до Балойры, до Хильнима и до подобных мест. Окей. Что не проблема. Ну, может, я у главы города и можно спросить. Надо попробовать. Я считаю. А что у вас с камнями тут? Интересно, это баг или это у меня так только? Регистр, реестр. Я бы тут еще пролетелся. Вдруг я что-то пропускаю, упускаю. Вроде ничего не упустил. Здравствуй, здравствуй. Я тут ашлендеров ищу. Нет? Не знаешь таких? Обыватель. Так. Мастер Атирион, возможно, добрейший из последователей храма. Ну, неофициальный, конечно. Хорошо. Никто не видал ашлендеров. Вечеряет уже, надо бы. Вот не знаю, там есть у них возможность снять дом или нет. О, какой тут разговорчивый. Смотрите, надо было к нему и зайти первым делом. Марок иначе называют город в скале или скальный город, чужестранцы. По весьма очевидным причинам. Марок — это очень захватывающий пример гениальности тилванской архитектуры или уникальности. Хотел бы я посмотреть на имперцев или дом Хлалу в попытке соорудить проект хотя бы наполовину такой же чудесный, как этот. Вау. Ну, поехали. Я ученый и присяжный дома Хлалу. Мое великое знание многих аспектов Гора Моровинда уважается моими товарищами. А сам я в восторге от мастера Атириона, чья неочевидная, знаете, такая ненавязчивая поддержка храма, такая тихая, скрытная, это тоже мне по духу. Священники. Монахи-отступники, кстати, не восстали против власти храма и считаются вне закона. Преследуются храмом. Ординаторы арестовывают и заключают этих еретиков под стражу. И
по законам перемирия империя в это не может вмешиваться. Монахи-отступники бросают вызов традиционным доктринам храма. Они также сомневаются в силах ординаторов и обвиняют иерархию храма в коррупции. Понятно. Спасибо. Меня просто немного заинтересовала эта тема. После всех этих книг про войну Первого Совета и так далее. Ладно, давайте дальше. Клинки. Босмер и Кальдера. А во всем можно поговорить с ним. Происходящее. А там мы понимаем все. Сираил, Дридре, Данекафел. Данекафел, кстати, что это у нас? А, это раньше было городом храма. Ага, чья красота соперничала с Самуэлем Алексией. Ну, те дни давно прошли. По легенде, дракон Ахбиолок, друг леди Альмалексии, жил там, хотя... Уже сотни лет не было никаких таких подобных признаков. Интересно, слушайте, дракон. Нашла. Очень жаль. А то, казалось бы, кто, если не он, может об этом знать? Кемелзе. Ай, злосчастные две мирские руины. Да, это я все слышал уже. Экспедиция Нордсона. Он опубликовал книгу «Руины Кемелзе». Бешеный бестселлер в высшем обществе Сиродила. Ну или так я слышал. Человек сделал кое-какой вклад в наше собственное знание о Кемелзе. Такой как его открытие, обнаружение королевской могилы. Но по факту он писал о том, что мы, данмеры, уже годами знали. Хорошо. Чё слышно-то тут? Ничего нового. Гильдия магов, Марок. Лор Моровинда, я уже как много тем. Я, знаете, наверное, не видел ни у кого столько много тем. Вообще, по всем на свете можно с ним поговорить. Ну, недаром, что ученый. И вы знаете, в этот момент мне даже стало немного жаль, что я об этом всем знаю и так уже. Ладно. А Шлендера он мне не подсказал, где найти. Ладно. Жаль. Жаль, жаль, очень жаль, но что поделать. Платиновый меч кто-то оставил тут. Слушайте, ну этого тут не должно быть в таком виде, мне кажется. Ну вот здесь, может быть, мне еще подскажут. Если нет, то я даже не знаю где. Надо, видимо, сделать будет перерыв какой-то. Беда, беда. Speak, traveler.
Слушай, а может они знают, но скрывают? Всякое может быть. Так. Что-то немного заблудился опять. А, черт! Левитация такая краткосрочная. А, вот здесь. Speak, traveler. Может, жена его знает. Безнадега. Так, ну ладно, тут еще есть какие-то жилые поселения, может, тут? Are you wounded? You should find a Мендифус. healer. Бретонец. Ну, скорее всего, один из Тилвани. Давай попробуем. А, ты вообще раб. Блин. Ладно, наверное, пора все-таки уже заканчивать на сегодня. Не могу я найти того, кто бы мог мне помочь с поиском Эшлендера. Ну, может быть, между эпизодами как-нибудь за кадром побегу. Сейчас двинусь просто в гостиницу, наверное. Может, давайте еще загляну сюда. Здравствуй. Эшлендер? Нет? Are you all right? Да. Да, загляну в трактир, там переночую, если можно. Поужинать впору, ну и почитать, конечно же, про руины Кемелзе. Потому что тот миг, когда я в них войду собственной персоной, близок как никогда. Вот, так что присоединяйтесь ко мне. Я думаю, где-то в качестве подсказки справа вверху или в качестве конечной заставки у вас это появится. Вот, а сейчас буду действительно закругляться уже. Друзья, спасибо, что были со мной.